Сегодня я приехала в место в Корее, в котором еще ни разу вообще не была. Оно находится примерно в 5 часах езды от Сеула, называется Намхэ. Намхэ — это остров, который соединен с материковой частью 2 мостами. И только что экскурсовод нам сказала, что переходя пешком по мосту, мы желаем себе здоровья. И так как они тоже хотят, чтобы мы были здоровыми, поэтому мы пойдем пешком до острова. Это 5-й по величине остров в Корее. Там находится очень много маленьких деревушек. И вообще сам остров знаменит выращиванием чеснока, тыкв и риса. Там даже проходит фестиваль чеснока, на который мы сегодня поедем вечером. Мост, по которому мы сейчас пойдем, это один из самых древних подвесных мостов в Корее. Он был построен еще в начале 80-х годов. И он является своего рода визитной карточкой этого уезда. Еще этот район известен цитрусовыми лича, поэтому здесь очень много сувениров с цитрусовыми. И, насколько я знаю, тут еще делают брокколи из юджи. Этот милашка называется Намэги. Это черепашка, маскот острова. Можно купить с ним разные сувениры, игрушки, карты, кружки, стаканчики. Милота. Здесь есть карта и разные места, достопримечательности. На их основе сделали набор из 20 бейджиков. 감사합니다. 제가 예뻐서가 아니라 이 사진이 전달하고자 하는 메시지는 사람이 없습니다. 사람이 없다 보니까 제가 다양한 일들을 하고 있고 이 속에서 그러다 보니까 이 속에서 여러 가지 다양한 일들이 일어나고 있습니다. Мы приехали в место, где будем ночевать сегодня на одну ночь. Изначально это была школа, но здесь так мало людей и учеников, что это место стало своего рода центром, культурным центром или центром, который пытается развивать эту деревню. В общем, здесь сделали комнаты по типу гестхауса, и сегодня мы будем ночевать здесь. Комнаты просто супер, вы только посмотрите. I'm also thinking exactly. My small bag. Ways to hear all the different languages. Ya no tenemos menos de 20. Переоделись и идем собирать тыковки в грузовике. Просто в грузовике. Мы ехали в этом грузовике на гору. Казалось, что он вот-вот встанет где-нибудь, потому что мы очень-очень тяжелые. Но мы доехали. Где-то здесь будем собирать тыквы и потом из тыквы готовить ужин. 단호박 또 먹고 쪄서 그냥 먹기도 하고 특히나 여자분들에게는 다이어트에 굉장히 좋아요. 벨이나 발로 이렇게 하셔도 괜찮습니다. 그러면 이렇게 지나가면서 이렇게 안 보이잖아요, 그죠? 이렇게 하다 보면 여기에 보여요. I could be down, I could be out, but one thing is true, is that my heart will be full as long as I'm with you. Yeah, it's been so long, but it feels better. Мы собрали тыковки и вернулись обратно, сейчас будем готовить. Приехали все в целости и сохранности, несмотря на то, что возвращались мы опять в этом грузовике с горы. 미니 바보박 소품은 이제 첫 번째 여러분들이 따오셨잖아요. 가장을 줄이기 위해 우리 어머님들이 호박을 쪘습니다. Наш ужин готов. Мы приготовили матурак суджеби и суп из сладкой тыквы.
На вид неплохо. Давайте попробуем. Нам выдали вот такие футболки. Здесь написано, что Намхэ, остров Намхэ, сейчас в период фестивалей. И мы как раз поедем на фестиваль чеснока. Нас попросили всех надеть эти футболки. Поэтому вся группа, все 15-10 человек будут в одинаковых футболках. 우루과이에서 왔는데 이게 돼. 오, 김해. Сегодня начинается второй день. У нас здесь предлагают завтрак. У нас есть где-то 45 минут на то, чтобы позавтракать, собраться, и мы выезжаем в новую локацию. 아시죠? 다들 이제 한 10분 정도 후면은 보리암에 도착을 하는데 지금부터 저희가 산을 올라가요. Мы приехали на гору, которая называется Кымсан. Это означает окутать всю гору шелком. Наш автобус привез нас к подножию горы, наверное. И сейчас мы сядем в шаттл-бас и пойдем еще чуть-чуть наверх. А потом придется идти пешком до храма. Храм называется Бориам. Чуть попозже про него еще расскажу. Мы доехали до стоянки. Отсюда нужно идти пешком. Мы дошли до этого места. Оказалось, идти не очень долго. Здесь очень-очень красиво. Мне кажется, фотографии просто шикарные получатся. Надо попросить кого-нибудь, чтобы меня сфотографировали. Если спуститься буквально 2 минуты от самого храма Бориам, здесь будет еще и Будда. Можно пройти по кругу, посмотреть. Очень красиво. Мы приехали в ресторан, он находится прямо возле моря, поэтому сегодня будет обед с видом на море и другие острова. Принесли наши мульхэ. Нужно подождать немного, пока растает лед с бульоном, потом туда положить лапшу и можно есть. Мульхэ было очень-очень вкусным, но порции, как обычно, огромные, я не доела. Там изначально замороженный бульон, нужно подождать, пока растает, потом положить туда лапшу, съесть это все дело с рыбой и овощами, и потом доесть бульон с рисом. Я не смогла доесть даже лапшу, мне очень жаль, конечно, оставлять все это. Но порции просто огромные. Нам дали спасательные жилеты, здесь какие-то ножички, не знаю, кармашки. Ой, все шатается. Жара, ужасная жара, на улице просто пекло. 잡으시고 여기를 여기가 다리, 여기가 등이거든요. 와,
поймала одну маленькую полосатую рыбешку, когда остальные поймали по 5, может быть. Было очень весело, но я рада вернуться обратно, потому что очень-очень жарко. И оказалось очень-очень тяжело в плане ждать. Нам рассказали о деревне немного. Если честно, я совсем не смогла концентрироваться, я ничего не помню. Но сейчас мы едем на гору посмотреть на закат. 이 성이 우리가 이제 문헌이 없어요. Мы вернулись обратно, нам уже приготовили барбекю. Сейчас будем жарить мясо и ужинать. Здесь сладкая картошка, сосиски, грибы. Сегодня в программе прогулка по этому мосту и качели, которые ведут прямо в море. Я думала, что будет очень-очень много народу. Я очень рада, что никого нет. Единственное, немного жарковато, но с этим уже ничего не поделать. Последнее место в нашем туре — это немецкая деревня. Мы сейчас приехали в деревню на самую вершину и постепенно будем спускаться вниз и смотреть, что тут есть. Эту деревню построили корейцы, которые уезжали в Германию в 60-х годах на заработки. Они работали в шахтах, либо медсестрами, потом вернулись сюда и вот основали деревню. Если честно, выглядит как будто все заброшено, но мы подозреваем, что здесь все-таки живут люди. Раз мы приехали в немецкую деревню, мне кажется, мы обязаны купить хлеба. Но здесь так много разных крендельков, я даже не представляю, что выбрать. На обед будет сэндвич в немецком стиле. Еще нам принесли сосиски и соус. Выглядит как немецкий флаг. Нам сказали, что лучше нарезать. На этом наше путешествие закончилось. Сейчас мы пойдем в автобус и поедем обратно в Сеул. Ехать нам примерно 5 часов. Но я надеюсь, что я просто усну. Потому что мы встали в 4 утра, чтобы посмотреть рассвет. Ни о чем не жалею абсолютно. Это было очень-очень красиво. Но теперь я надеюсь, что я просто посплю. At least 100 more times